Друзья, снова приветствую вас на канале Разводня как хобби. Кто уже давно смотрит мой канал, то знает, что у меня вот здесь в этом аквариуме в 120-литровом живут гупики. Ну, производители, скажем так. А вот в этом подрастают самочки. Вот видите, такие самочки красивые. Скоро мы тоже их будем пересаживать в тот аквариум большой, подсаживать к ним самцов. И это будут молоденькие мои производители. Ну, меченосец здесь тоже. Самочка красивая. Но мы сейчас говорим о гуппи. Там немножко отражается окно в аквариуме, но дело не в том. Короче говоря, вчера вечером зашел я на разводню покормить рыбок. И что я вижу? Вот там вот в углу, где вот сливная горловина, стоит самочка и уединяется. Ну, то есть все признаки того, что она будет рожать. То есть, как вы понимаете, здесь у меня в этом аквариуме таких особых мест нету, где можно самочке уединиться. И вот она там себе стоит. Ну, я, конечно, ее быстренько поймал, отсадил в ведро. И давайте посмотрим, что она нам привела. Вот поставил ее, пересадил в такое вот ведро. Ну, я, кстати, хочу сказать, что я утром у нее уже забрал 16 мальков. Сейчас я попробую сюда так залезть, чтобы ее не пугать. Вот такая самочка. И вот еще малечка, кроме тех 16, она вот еще нарожала, смотрите сколько. То есть вот в отличие от меченосцев, гупики как-то долго рожают малька. Меченосцы у меня как-то все время рано утром, за 3-4 часа все отметали. А эта самочка, видите, гуппи начала метать вчера, скажем, вечером, да. И вот уже сегодня час дня она еще до сих пор рожает. Хочу также сказать, что гуппи, скажем так, практически самая неприхотливая рыбка из аквариумных. То есть она подходит для разведения начинающим аквариумистам. Ну и любителям, конечно, которые разводят чистые линии гуппи. Я, конечно, чистые линии не развожу, потому что для того, чтобы это делать, нужно много объемов. Там следить за всем этим. У меня вот, они вот живут вот так. И здесь я периодически их отсаживаю, самочек, и они дают мне потомство. Ну, здесь видно, что мальки еще слабоватые, то есть получается, как бы они только родились. Бросил я сюда ей импровизированные такие мочалки распущенные, для мытья посуды. И малечки там себе прячутся. Но перед этим, конечно, еще бросил ей сюда, ну, вчера еще вечером, аулофоруса. Артемии живой, для того, чтобы она была не голодная, тогда она не так агрессивно относится к своим малькам. Вот видите, рыбка себе стоит. Сейчас я ее попробую немножко возбудить. Вот. И она малечков не трогает. Они себе там, кто на дне сидит, кто уже потихоньку плавает. Ну, дадим ей еще, думаю, часик-полтора. И потом посмотрим, что она в конечном итоге нам, сколько малечков приведет. Еще такой момент интересный. Ну, у гуппи развитие мальков происходит, ну, в утробе, скажем так, самки, да, происходит примерно 28-32 дня. Но я вот у себя заметил, что у меня примерно самочки на 29-30 день рожают. То есть, и у них становится такой живот практически квадратный, что говорит о том, что нужно их уже отсаживать. Также хочу сказать, что не все самки у гуппи поедают своих мальков. Есть такие, которым вообще безразлично. Ну, родился малек-то и все. А есть такие, конечно, которые, бывает, и его кушают. Поэтому растения или такие вот мочалки, как я бросаю, они, конечно, необходимы для того, чтобы повысить выживаемость малька. Ну, как вы понимаете, для разведения гуппи больших объемов не надо. Она может даже родить в обычной литровой банке, отсадить ее туда, и она вам приведет малька. То есть для детей это самая такая неприхотливая и красивая рыбка. Даже если ее забыть покормить, ну ничего страшного, она даже без корма может пробыть не один день.
и все равно будет радовать вас ежемесячно пополнением. Желательно, конечно, давать почаще ей живой корм. Тогда вообще мальков будет очень большое количество. И при хорошем содержании и кормлении гупики такие рыбки, которые могут прожить достаточно долгое время в аквариуме. И радовать любителей аквариумистики. Ну, 3 года, 4 свободно может прожить даже и постоянно будет рожать. Итак, друзья, дали мы еще ей немного времени самочке. И сейчас посмотрим, сколько она нам принесла малька всего. Ну, с учетом того, что 16 штук уже было, которых я утром выловил. Сейчас мы ее... О, она уже такая худенькая, да. Уже у нее, я думаю, все нормально. То есть она отнерестилась. Сейчас я ее уберу, и мы посмотрим на наших рыбок. Итак, самочку мы поймали. Она вот, смотрите, такая уже худенькая, видно, да? Даже уже начала, скажем так, в туалет ходить. Поэтому думаю, что у нее процесс этот закончился. Мы ее, конечно, сюда выпускаем. Сейчас самцы сразу будут за ней гоняться. Потому что они сразу сейчас поймут, что вот она. Поймут, что самочка уже отметалась. И сейчас будут к ней опять заигрывать. Вот. Она такая думает, куда я опять попала, хотя просто сутки не было в этом аквариуме. Ну, такое дело. Так, ну а мы сейчас мочалку эту вынимаем отсюда. Вот такая обычная для мытья посуды, распущенная она. И вот такого она. Вот такая она. Изображает типа у меня растение, куда прячутся мальки. Ну, самочка мы видим не агрессивная, поэтому они особо и не прятались. Ну вот, смотрите. Было 16 мальков. Ну и здесь еще сколько-то надо посчитать. Сейчас я их пересажу вот сюда, в аквариум к меченосцам. Они такого же возраста, там на 1 день, на 2 больше. Им здесь будет нормально. И сразу же посчитаю заодно, сколько здесь штук. Итак, еще секунда. Рыбки находятся в нерестовичке. Они пока сейчас на дне, вон там сидят, их большее количество. Отличаются от меченосцев, что они серенькие. Было здесь всего 34 малечка. Ну и плюс 16, которые я выловил утром. Это 50 получается. Ну и 2, которых она родила здесь в аквариуме, пока я ее вылавливал. Итого 52 малька. Ну я вам скажу, для гуппи как бы не очень слабый результат, а такой средненький. Потому что есть самочки бывают, которые 70 дают малечков и более. Самцы уже атакуют эту самочку. Вот она, кстати, красавица. Вот она. Вот они уже к ней заигрывают. Видите, они уже поняли, что дама хочет опять иметь детей. И гуляют с ней. Преследуют ее красивые самцы. Для начинающих аквариумистов рыбка просто супер. Друзья, кто не подписаны на канал, подписывайтесь. Обязательно нажимайте закрашенный колокольчик для того, чтобы не пропускать уведомления о следующих интересных видео, которые будут выходить на канале. Комментируйте. Пока, до встречи на канале Разводня как хобби.